Так, ну что, Сусамыр. Первый день аспирантского курса школы горных гидов. И вот наша суровая банда. Мы их сейчас обойдем вокруг. Покажем все эти суровые лица. Много историй. В 2017 году школа горных гидов Кыргызстана стала официальным членом Ассоциации международных горных гидов IFMJ. Это международная организация, которая обучает гидов высокого уровня в Европе и в странах ассоциаций. Поэтому любой желающий сейчас может приехать в Кыргызстан, пройти обучение. Курс состоит из 3 модулей лыжных и 3 модулей по альпинизму. При успешной сдаче всех экзаменов вы можете получить международную лицензию горного гида. Что, скажу я вам, совсем непросто. Часто в процессе обучения у очень опытных альпинистов не хватает навыка катания на горных лыжах, а у матерых лыжников возникают трудности с альпинизмом. Бетон. Вообще. То есть армированный бетон. Марка М600. М600, реально. Ой, капец. Просто усаживается. Вот это такое, 18. На такую глубину. Такое себе. Наша шикарнейшая банда с шикарнейшими видами. Так, ну, начало очередного дня. Замечательного дня вдвойне, потому что сегодня у нас нет ветра, практически светит солнышко и нет снега. Температурка минус 13 где-то, и пока еще есть вот относительно мягкий снег. Этот лыжный аспирантский модуль проходил в районе Сусамыр на горнолыжной базе Тюашу. Очень живописное место, я и многие ребята были там впервые. Достаточно интересные, длинные пологие выходы на вершины, длинные спуски. Высоты начинаются от 2700-2900, и в зависимости от вершины 3500-3700 вы можете пройти на скитуре и уехать достаточно далеко вниз. Если будет такая возможность, обязательно посетите это место. Я думаю, вам тоже оно понравится. В Кыргызстане много мест для активного лыжного отдыха, скитура, фрирайда. Я могу порекомендовать еще одно место, где в прошлом году проходил у нас вступительный лыжный модуль. Это Джиргалан. Он расположен примерно в 70 километрах от Каракола, и там помимо скитура вы можете катать фрирайд с ратраков. У нас тут ски, альпинизм, блин. А вы откуда? Альпинисты, да? Да не, я лыжник, меня заставили. А, на базе катаешься? Широкий, да, фрирайд? Я. Вам тоже?
Работаем. Что из себя представляет лыжный модуль? Этот модуль аспирантский, на нем эксперты ходят с вами, вы имитируете работу гида, работу с группой, они оценивают корректность работы с участниками, выбор линии, уровень катания и принятие всех решений. Остановки, линии спуска и подготовка маршрута по картам. На курсе вы будете сдавать экзамены, поиск лавинных датчиков на время, теоретический экзамен о формировании снежного покрова и соответственно лавин, самовылаз из трещины, спасение напарника из трещины, изготовление носилок из лыж, катание в связках и, конечно, будет много теоретической и практической информации. По вечерам будут лекции по лавинной безопасности, по технике работы на скитуре, практическая работа с лавинным шурфом, подъем в режиме ходьбы через снежно-скальный участок с непростыми поворотами и спуск обратно на камусах. Оценка идет тихая, молчаливая. В процессе вам никто ничего не скажет. Вердикт вы узнаете в конце курса. Часть экзаменов, возможно, будет пересдать в процессе курса. К примеру, если у вас были проблемы с поиском бипера, возможно, вам дадут шанс пересдать на месте. Некоторые, как технику катания, можно пересдать отдельно. И самый важный это ассессмент. Если там что-то пойдет не так, вам, возможно, придется ехать на повторный курс. Конечно, никому не хочется тратить лишний год на обучение, но так иногда происходит, все строго, бескомпромиссно. Делается это именно для того, чтобы корректно оценить ваш уровень и в дальнейшем спокойно доверять вам жизнь людей, ваших будущих клиентов. Но в случае, если по всем направлениям, по всем экзаменам у вас все хорошо, все прекрасно, вы переходите на следующий курс гидовской. Вот сейчас на видео наш эксперт Михаил Даничкин возвращается, проверив наши шурфы, там, где мы на склоне делали экспресс-тесты по лавинной безопасности, и скажет, согласен он с нашим решением или нет. Снегу все было. Так, ну сейчас он что? подсел, скорее всего. Какие варианты у нас? Ну, есть N вариантов. Вариант, чтобы получить хороший снег, это прямо вниз, на гребень, когда мы ехали первый день, и ехать левее него. Там вчера поехал один уважаемый местный гид. Лично для меня вся эта лыжная эпопея началась в 2017 году, когда я впервые приехал в Кыргызстан на альпинистский модуль. Пробовать кататься я начал где-то с 2018 года, и так как я не родился в Шамани, как и многие ребята из курса, этот путь достаточно непростой. Моменты, когда все твое альпинистское нутро говорит тебе не лезь в кулуар, но именно там ты как лыжный гид по фрирайду должен найти для своих участников хороший снег. И именно это соединение альпинизма и лыж должно стать в твоей голове единым целым.
Мяв. Мяв. Вот это я понимаю. Кавабунга так кавабунга. Давайте поговорим, кто такой горный гид, какая перед ним стоит задача и чем горный гид отличается от инструктора. Горный гид – это проводник высокого уровня, чьего опыта достаточно, чтобы провести его клиента по маршрутам разной сложности, иногда достаточно высокой. В подавляющем большинстве случаев горный гид лезет первым, работает лидером, следом идет его клиент, выполняя минимальную работу, при этом ему обеспечивается максимальный комфорт и безопасность. Перед инструктором альпинизма на территории СНГ стоит совершенно другая задача. Он должен обучить человека ходить в горы самостоятельно, без инструктора, руководить восхождением, и это совершенно другое направление. Безусловно, гид обучает своего клиента определенным навыкам, которые необходимы для конкретного восхождения. Различие в том, что это может быть сделано в более сжатые сроки, или фрагментировано, к примеру, если ваш клиент на конкретном маршруте не будет лезть лидером, будет работать вторым, мы делаем акцент на то, что ему необходимо знать для работы второго. Если у клиента есть желание работать первым, гид сможет его обучить. В Европе многие люди проводят выходные активно. Они выезжают в компании друзей в Альпы и совершают альпинистские, тредовые восхождения, спортивное скалолазание, горный велосипед, параплан и всяческие трейлы. Поэтому физическая подготовка у многих европейцев, которые живут близко к горным районам, очень хорошая. И вот, к примеру, сидит компания друзей где-нибудь в Швейцарии или во Франции и думают себе, давайте-ка мы на выходные сходим в какую-нибудь гору поблизости, к примеру, Маттерхорн или Монблан. Они нанимают гида с хорошей квалификацией, заходят на вершину и через несколько дней спускаются назад, счастливые, довольные, возвращаются на работу заряженные, проведя классные выходные с кучей эмоций. При этом, если в формате разрядной системы вы захотите сходить на Маттерхорн 3Б, вам предстоит сперва, позарубавшись на травяных склонах, взлохматить массу единиц двоек и пройти с рюкзаком 3 круга вокруг Маттерхорна, закрепив все это дело на 500 вертикальных сыпухах. И тогда, по идее, вас пустят на гору. На самом деле это неплохо, это просто немножко другой путь и другие цели. Для меня альпинизм это что-то связанное больше со свободой. Свободой внутренней и внешней. Свобода выбирать, куда и как ты хочешь двигаться. Кто-то придумал линейку и сказал, эта линия будет 4, это 5, это 6. Эти названия на разных языках могут звучать по-разному, как названия хороших книг. Но смысл будет один. Вы хотите подняться на красивую вершину по красивой линии. Это философия, это красота, которая не должна теряться. Как вы это сделаете? Тоже это ваш выбор. Осадным стилем, свободным, альпийским, соло, неважно. Главное, чтобы ваша духовность была от этого удовлетворена.
Я никогда не поверю человеку, который скажет мне, что он поднимается в горы только за физической составляющей, тренировкой, например, минуя духовную часть. Потому что большинство идут туда за вдохновением, иногда преодоление внутренних барьеров, где потрясающий вид и высота заставляют вас даже дышать по-другому. Мужчина, не желаете купить халву? Пахлава Чурчхела, кумыц. В следующий раз старайся держаться вместе с группой, потому что здесь вот сейчас Я вот канавка. 10 метров был. Да. А там может оказаться бак. Эта тема достаточно обширная, возможно, мы вернемся к ней в одном из следующих фильмов. Ну а сейчас давайте поговорим о горных гидах, о тех, о ком сделан этот фильм. Маленькое окошко в нашу жизнь. А теперь небольшая отсылка к истории. Известный нам альпинизм начался с восхождения в 1786 году Мишеля Паккара и Жака Бальма на вершину Монблан в Альпах в долине Шамани. Тем самым показав определенный стиль восхождения, и даже развитие снаряжения началось именно там. Гиды Шамани, история которых насчитывает уже более 200 лет, считаются элитой среди этой профессии, и все страны ассоциации школы стараются поддерживать этот уровень среди своих студентов и выпускников. For the first time, we live in a special kind of space. Into the dark, into the white. Смотрите, склон парит. Есть. Копаем шурфы. Можно? Да. Десять. 11. Sudden коллапс. О, 2. Пару слоев есть. Первый слой будет по горизонту 20. Привал.
Наша замечательная группа вышла на вершину горы. Опа, а мы тут. Ура! Ура! Коля, повинчи. Пока с прибытием не расслабляемся, но с такой-то панорамой. У-ху! Прямо. Снег хороший, я остановился посмотреть, сейчас дальше проеду, будет длинный хороший проезд слева от моего. На правый борт не заезжать. Да, проезд длинный, классный. Слева от моих следов постарайтесь нарисовать линии, чтобы ребятам осталось. А, то есть мы можем подняться. Все, тогда едем вниз. Мне кажется, только самый. Зачем вообще нужны эти школы горных гидов, международные ассоциации? На самом деле их несколько, существует европейская, канадская, в Соединенных Штатах своя система. И зачем я вам об этом всем рассказываю? Ну, первое, это смысл этого канала, рассказывать, чем я занимаюсь, показывать жизнь гидов и рассказывать о интересных людях. Вот, например, сейчас вы видите Сергея Веденина, который очень опытный лыжный гид, за плечами огромный опыт скитура, у него очень много методических материалов по лавинной безопасности, лекций, по методикам альпинизма, техникам самоспасения. По его книжкам в свое время я учился в Бизингах и сдавал тесты в двойке. Благодаря его трудам как минимум одно поколение альпинистов стало немножко грамотнее. За это ему благодарность. Сейчас вы видите на экране Олега Тураева, одного из экспертов школы. Также у нас на курсе был Павел Воробьев, Михаил Даничкин, Максим Сотник и Владимир Белоусов. Они вот как раз и пытались научить нас правильно, корректно работать. На самом деле не всегда было четко понятно, что надо-то, потому что уже начиная с аспирантского уровня ты должен сам понимать свою работу, что ты должен делать, и в большинстве тебя оценивают уже, насколько ты это правильно делаешь. У тебя формируется за счет какого-то опыта предыдущего свое видение, как все должно быть, но оно часто может отличаться от мнения и видения экспертов. Это ты начинаешь понимать со временем. Еще помимо теоретических и практических тестов, в процессе обучения тебя проверяют на, как бы так назвать, на некую психологическую прочность. Да? В процессе выходов периодически эксперты специально создают такие сценарии, когда резко происходит изменение планов, и, к примеру, выбор линии маршрута резко меняется, новые вводные, смена гида. Ты, например, планировал пройти до гребня или до вершины, а тебя резко меняют на кого-то любого из группы, и вдруг он
не готовился к маршруту или не готов на этот момент, и в этом тоже состоит определенный такой стресс-фактор, который в школе присутствует постоянно. Думаю, это делается для того, чтобы в реальной стрессовой ситуации ты не растерялся. И как лидер группы был уверен в своих решениях. Кошмар. Суровый, беспощадный скитур. Знаете ли, это вам не это. Вам не то. Спичраудер. Да. Нормальный, трушный скитур. Идемте. Чуть-чуть дальше вы увидите в кадре Владимира Молодожена, человека, по чьим статьям и очень грамотным педагогическим материалам по альпинизму я тоже учился, за что ему отдельная благодарность. И, конечно, благодарность нашим экспертам, которые пытаются нас чему-то научить. Ну что, напоследок пожелаю вам развития в деле, которым вы занимаетесь, чтобы вы по-настоящему любили то, что вы делаете, чтобы оно вам нравилось, заряжало вас на дальнейший успех и движение вперед.
Я возьму, езжай. Олег, аккуратненько. Спасибо. И туда, вот в жопу дракона сразу выезжаем и все.